Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня мы расскажем о нескольких актрисах, чьи судьбы были связаны с трагическими событиями. Они все пережили утрату, которая оставила незаживающие раны в их сердцах. В этот же день, когда они узнали горькие новости о событиях в их жизни, их собственные жизни оборвались. Погрузитесь в эту трогательную историю, и мы последовательно раскроем судьбы каждой из этих замечательных женщин. Не переключайтесь, чтобы узнать все подробности и понять, как эти трагические события повлияли на их судьбы. Оставайтесь с нами. Вахиди Гордум, ныне известная как Вахиди Перчин, одна из самых уважаемых и талантливых турецких актрис. Родилась 13 июня 1965 года в Измире, Турция. Она начала свою карьеру в театре и вскоре привлекла внимание благодаря своему мощному актерскому мастерству. Большую известность Вахиди принесла роль Хуррем Султан в сериале «Великолепный век», где она заменила Мирьем Узерли. Это был вызов для Вахиди, так как роль была уже сформирована в сознании зрителей, но она сумела привнести свою уникальную интерпретацию образа, завоевав сердце многих поклонников. Вахиди Перчин, известная ранее как Вахиди Гордум, не только яркая актриса, но и женщина, которая прошла через серьезные испытания в жизни. В 2011 году ее жизнь изменилась, когда врачи поставили ей диагноз «рак груди». Этот момент стал поворотным для Вахиди, но она показала невероятную силу и стойкость, решив бороться до конца. Лечение было длительным и изнурительным, включало курсы химиотерапии, которые сильно сказались на ее физическом состоянии. Однако, несмотря на тяжелое испытание, Вахиди продолжала работать, не позволяя болезни остановить ее. Она продолжала сниматься в сериале «Моя мама», демонстрируя удивительную силу духа и профессионализм. Для многих это стало примером мужества и преданности своему делу. Борьба с раком длилась несколько лет, и каждый день был наполнен неуверенностью, болью и надеждой. Но Вахиди Перчин не сдавалась. В конечном итоге, благодаря лечению и своей несгибаемой воле, она смогла победить болезнь. Этот опыт оставил глубокий след в ее жизни, но также сделал ее еще сильнее, превратив ее в символ надежды и стойкости для многих женщин, которые столкнулись с подобными испытаниями. Сегодня Вахиди Перчин продолжает свою успешную карьеру не только как актриса, но и как вдохновляющая личность, которая доказала, что сила духа может преодолеть любые трудности. Ее история о победе над раком вдохновляет и напоминает о том, что даже в самых трудных ситуациях можно найти силу для борьбы и победы. Фахрие Евджен, известная турецкая актриса, пережила одно из самых тяжелых испытаний в своей жизни 12 февраля 2020 года, когда умер ее отец. Эта трагедия стала огромным потрясением для Фахрие и всей ее семьи. Несмотря на то, что они до последнего надеялись на выздоровление, их надежды не оправдались. Фахрие была очень близка с отцом и всегда подчеркивала его важность в своей жизни. Для нее он был не только родным человеком, но и источником силы и поддержки. Его уход оставил глубокую рану в ее сердце. Актриса и ее семья долгое время боролись с отчаянием, и Фахрие было тяжело вернуться к нормальной жизни после этой утраты. Ее отец долгое время боролся с болезнью, и семья до последнего верила, что он сможет ее преодолеть.
Эта вера держала их вместе и придавала сил в самые трудные моменты. Однако, несмотря на все усилия врачей и поддержку близких, болезнь оказалась сильнее. Трагическая потеря отца стала переломным моментом в жизни Фахрие. Она взяла паузу в карьере, чтобы быть рядом с семьей и поддержать их в это трудное время. Эта утрата еще больше сплотила Фахрие с ее мужем Бураком Ащевитом, который стал ее опорой в этот период. Фахрие Евджен вернулась к работе спустя некоторое время, но эта трагедия оставила неизгладимый след в ее жизни. Потеря отца научила ее ценить каждый момент, проведенный с близкими, и напомнила о хрупкости жизни. Несмотря на боль, Фахрие продолжает идти вперед, сохраняя в сердце память о своем отце. 10 января 2019 года стал самым трагическим днем в жизни Ханде Эрчел, одной из самых известных турецких актрис. В этот день она потеряла свою маму, которая была ее самым близким человеком и поддержкой во всем. Ханде была опустошена этой утратой, и с тех пор эта дата стала для нее символом невыносимой боли. Мама Ханде долго боролась с болезнью, и актриса не раз делилась своими переживаниями с поклонниками, выражая надежду на выздоровление матери. Однако болезнь оказалась сильнее, и 10 января 2019 года ее сердце перестало биться. Ханде всегда говорила, что ее мама была не только родителем, но и лучшей подругой, человеком, который всегда верил в ее талант и поддерживал ее на каждом шагу. После этой утраты Ханде Эрчел на некоторое время отдалилась от публичной жизни. Ей потребовалось время, чтобы справиться с болью и вернуться к работе. Эта потеря навсегда изменила ее, сделав ее более замкнутой и осторожной в выражении своих эмоций. С тех пор Ханде не переносит дату 10 января. Каждый год в этот день она уходит в себя, предпочитая не вспоминать об ужасе, который пережила. Эта утрата оставила глубокий след в ее жизни, и, несмотря на успех и любовь поклонников, боль утраты никогда не покидала ее. Ханде Эрчел продолжает свою карьеру, но память о маме и тяжелый опыт, связанный с ее утратой, всегда остаются с ней. Этот день стал для нее символом невыносимой боли, и, несмотря на попытки двигаться дальше, воспоминания о той утрате преследуют ее до сих пор. В январе 2016 года жизнь Неслихан Атагуль, талантливой турецкой актрисы, изменилась навсегда. Она потеряла своего отца, который был для нее опорой и источником мудрости. Эта утрата стала для Неслихан огромным ударом, и она долго не могла прийти в себя, погрузившись в глубокую депрессию. Смерть отца оставила актрису опустошенной. Он был ее наставником и примером для подражания, человеком, к которому она всегда могла обратиться за советом. Его уход стал невосполнимой потерей, которую Неслихан переживала очень тяжело. В те дни она практически исчезла из публичной жизни, отдалившись от всех, чтобы справиться с болью в одиночестве. Друзья и коллеги отмечали, что актриса словно потеряла часть себя, и возвращение к нормальной жизни давалось ей с большим трудом. Ее глубокая депрессия затянулась, и Неслихан пришлось приложить немало усилий, чтобы справиться с горем и снова найти в себе силы жить дальше.
Однако, несмотря на все, что ей пришлось пережить, Неслихан Атагуль сумела вернуться к работе и продолжила радовать своих поклонников новыми ролями. Эта утрата навсегда изменила ее, сделав более стойкой и осознающей ценность каждого момента жизни. Спасибо, что были с нами. Если это видео затронуло вас, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Мы всегда рады вашим комментариям и предложениям. До новых встреч и бережно относитесь к близким.